Всем привет-привет. Отлично. Итак, как вы уже поняли, наш стрим про искусственный интеллект, и сейчас перед вами что-то похожее на меня, тоже сделано через искусственный интеллект, через два искусственных интеллекта. И, в принципе, мы будем рассматривать на данном стриме, как сделать что-то схожее. Итак, привет. Да, тот чудак был немного похож на меня, но сейчас вроде я реальный, вроде да. Это не аватар, это не искусственный интеллект, поэтому, в принципе, мы будем потихонечку начинать. У нас все будет проходить здесь на Твиче, а также на Ютубе. Рассмотрим сегодня, как уже написано, Best AI Tools for Designers. Сразу скажу, это лично из моих наблюдений найдены пару сервисов, которые я лично использую в работе. Мы используем это в работе дизайн-команды. Также, перед тем, как подготавливал данный стрим, было найдено пару новых сервисов, которые я еще до конца не тестил. То есть у нас будет сегодня стрим, в котором я покажу пару интересных, возможно, вам уже известных искусственных интеллектов. Такое может быть, но если вы знаете, кто-то может этого не знать. Вот. Но также будет что-то новое, и мы все в реал-тайме будем, в принципе, просматривать. Будем тыкать-мыкать, будем клацать по всем кнопочкам, которые у нас есть, и посмотрим результат. Из данного стрима вы получите в конце ссылку на Notion с данными ссылками на искусственный интеллект, которые вы сможете применить в своей работе. В принципе, во время стрима мы попробуем найти этому применение в работе дизайнеров, но после того, как вы получите, досмотрев до конца этот стрим, это видео, ссылку, вы, возможно, найдете что-то новое для себя, найдете новое применение того или иного инструмента. Так, переключаемся в вот такую маленькую миниатюрку. Перед вами наш Dribbble аккаунт. Кто смотрит, подписывайтесь. Hello Lab. И вы получите пользу и порцию нового инспирейшена, нового вдохновения, переводчик онлайн. Нового вдохновения каждый день, так как мы выпускаем шоты каждый день. Это и UI UX, это и брендинг, это продукты, мобилки и реальные проекты. Итак, приступаем. У меня нет такой презентации, которая была обычно, с всякими анимациями и так дальше, чтобы создать вау-эффект, но я думаю, что вау-эффект был создан в начале, когда вы говорили с моим аватаром. Итак, у нас есть тулы, которые помогут как для графического дизайна, для дизайнеров, которые создают логотипы, брендинги и работают с векторной графикой. Мы рассмотрим всем известные искусственный интеллект, который работает с изображением. Это text-to-image, это image-to-image и так дальше. Также мы рассмотрим видео, искусственный интеллект, который работает с видео. И есть пару тулзов, которые включают в себя и работу с ChatGPT, который поможет вам при вашем процессе дизайна. Итак, идем по списку. Первое у нас есть Logo and Vector. И первое, что мы рассмотрим, это лого-генератор. Называется Logolivery. Можем просмотреть их сайт. Logolivery, смотрите это видео, вам тоже привет. Итак, это Discord сервер, в котором мы пишем свои промпты, генерируем порцию логотипов и можем
просто получить какую-то концепцию для своих идей, для своих реализаций в проектах. То есть, если вы набрасываете драфты, создаете такой брейншторминг в команде, то я думаю, что эти сервисы вам точно помогут. Итак, открываем Discord. Идем в Logo Они тут анонсируют, что у них появилась новая версия. У нас есть AI Room, где мы можем генерировать свои логотипы. Вы видите много интересных примеров. Что у нас здесь получается? И забыл вас, может быть, уведомить или предупредить в начале. У нас будут небольшие интерактивы, такие как, например, сейчас, так как у нас лого Livery в данном случае. Напишите какие-то запросы, какие-то промпты или что бы вы хотели получить в результате сейчас в чате. Мы попробуем вбить этот промпт сюда и посмотрим, какой результат у нас получится. Так, logo for spa with waterfall, design driven development, logo for cake factory, логотипы абстрактной фигуры, которая метафорически отсылает на матрицу код технологию. Интересно. Давайте я выберу логотип for cake factory, и мы попробуем здесь его вписать. Для этого мы переходим, пишем такой slash, generate, и пишем наш промпт. Первое, logo for cake factory. Дальше мы пишем там simple, например, modern. Давайте так оставим. Итак, пока у нас генерирует аишка, я посмотрю, какие еще есть промпты. Возможно, они помогут нам в следующих ссылках, в следующих просмотрах сервисов. Да, понадобится немного времени на такие вот манипуляции, такие вот проработки. Поэтому активность в чате, она очень в данном случае помогает. Мы общаемся, пока идет процесс. И наш процесс общения — это тоже один из главных пунктов, которые мы еще можем для себя позволить. Это общаться с друг другом, пока это не делают искусственный интеллект. У нас также будет следующий в списке. Это Infinity, Recraft AI. В Recraft AI я когда для себя нашел, обнаружил много интересных пунктов того, что, во-первых, это бесплатно, во-вторых, он работает с векторной графикой, и в нем можно создавать много-много разных вариаций ваших запросов и добиться того результата, который вам больше всего подходит. Итак, у нас загрузился наш лого for Cake Factory. Это вот с собой... Это обычный вид какой-то иконки панкейков, иконки капкейков. Вот, точно. Искал это слово в голове. Которые в виде логотипа. То есть вы, в принципе, когда создаете логотип, находите, что самое примитивное — это нарисовать там какую-то пироженку. Но в чем особенность работы с искусственным интеллектом? То, что вы для себя можете найти какие-то приемы. Например, что вот здесь есть разрывная линия, которая нам позволяет создать эффект такого вот крема. Там, и так дальше. То есть, если задавать какой-то более интересный запрос, то вы получите результат для своих работ. Так, я вижу вопрос. А ты использовал этот AI уже для каких-то проектов? Если да, можешь показать какие-то варики? Честно сказать, нет, я не использовал это для своих проектов. Recraft мы юзали, я покажу следующим, потому что он мне более удобен. Здесь немножко дольше и возможностей немного меньше. Так, это был первая ссылка. Так, идем дальше. Посмотрим наш Recraft. Что удобно, это браузер.
Нам не нужно переходить ни в какие дискорды, ни в какие дополнительные инвайты принимать и так дальше. Логинимся через Google. Вот, вы можете увидеть, что я тут уже делал несколько своих разных проектов. Просто тестировал. Но мы создадим с вами новый. Вот как выглядит эта аишка. Я перехожу дальше в чат, смотрю, какие у нас были запросы. Так, logo for spaceship to Mars. Интересно, прикольно, давайте попробуем. Итак, в этой аишке у нас есть много разных функций. Первое, работа с векторной графикой. Мы можем сделать цветную графику векторную, мы можем сделать line art, плоскую графику, мультяшную. Вот появилось что-то новое, кавай, до этого не было. Для гравировки векторную, doodle графику и так дальше. Также вы можете работать с иллюстрациями. У вас тут есть pencil sketch, watercolor, мимимишные какие-то штуки, психоделика, 3D и так дальше. Также можно генерировать иконки, также можно создавать 3D-иллюстрации и работа с фотографикой. Например, мы начнем с фотографики. Мы написали logo for spaceship to Mars. Нажимаем Recraft, у нас есть такая рабочая область. И мы крафтим наш логотип. О, я вижу сейчас в чатах будут для себя генерировать какие-то логотипы, но, в принципе, может. Вот, что он у нас генерит? Он нам нагенерил такую вот картинку, дает нам вариации. Это если мы выбираем там фотореализм. Что мы можем сделать дальше? Мы можем, в принципе, через Alt скопировать этот фрейм, выбрать какой-то другой вариант. Например, нам нужно, давайте попробуем что-то кавайное. И вы видите, тут написано вектор, да? Мы создаем тот же самый Recraft, а пока, если увеличить, то можете видеть, что это полностью создано в векторе. Его можно закинуть в иллюстратор, его можно закинуть в фигму и дальше уже проработать. Вот у нас выбор вектор Kawaii, тот же самый logger for spaceship to Mars, и у нас такое вот прикольное животное, маскот, который летит на Марс в виде космонавта. Вот. Это второй вариант. Дальше мы можем все так же поиграть с этим промптом и нагенерить, например, теперь иллюстрацию. Вот видите, иллюстрация, прикрафтим. Но иллюстрация у нас уже идет растровая. Мы не работаем с векторной графикой. Но очень удобно, что, если вы видите, да, то есть он делает что-то схожее. То есть у нас есть иллюстрация, есть такая кнопка Vectorize. Если мы нажимаем Vectorize, то он постарается векторизировать наш растер относительно неплохо получилось. Вот. Так, еще какой у нас есть вариант. Оставляем данный промпт, переходим, например, в стиль там 80-х и тоже рекрафтим. Дублируем еще. Самое удобное, что можно создавать несколько запросов одновременно, и вы получаете что-то интересное. Например, 3D рендер. Вот ваш логотип в стиле 80-х. Вы видите, что примерно оно сохраняет всю эту идентичность. Вот у нас 3D-шный. Схожий вариант. У нас есть еще дополнительные промпты. Вот прикольная такая вот иконка, например, для вашего приложения. Так, что мы можем делать тут дальше? Например, мы переходим в icon, делаем, допустим, первый вариант айкона и генерируем тот же самый промпт. Вот у нас генерировалась какая-то иконка. Но для этого мы можем дописать, например, что это modern, simple,
логотип. Например, попробуем еще раз. Только в векторной графике в стиле там Doodle Line. Вот у нас также нагенерировалась какая-то графика. Но в чем особенность? Что тут можно еще делать? Можно, например, редактировать уровень деталей. То есть мы можем показать ему, что это low detail, medium. Дальше мы можем дать ему негативный промпт. Что такое негативный промпт? Это вы исключаете все возможные вещи. Например, не рисуй звездочки. Например, должно быть не в 3D. И он понимает, что вы дали ему запрос такой, а все, что ему вы запретили, грубо говоря, он это не будет вам показывать. Итак, мы здесь сделали medium детализацию и снова можем рекрафтить. Вот увидите, уже получается что-то более интересное. Возьмем, например, вот это. Что мы дальше можем с ним делать? Мы копируем это, ставим галочку Modify Current Image, и мы можем создать новый промпт, например, Space Planet, что-то такое напишем. И показываем ему, что сделай нам дополнительно еще картинку с схожим видом, да, то есть мы даем ему, что это похоже на 80%. Рекрафтим. Да, у нас музычка такая прям подходящая, космическая, как и косматематика Hello. Итак, вы видите, что он сгенерировал нам еще два варианта, да, похоже на первый. И вот так можно бесконечно крутить и играться вот с этими моментами, и получится вот что-то интересное. Например, у вас получилась вот такая вот векторная иллюстрация. Возьмем вот эту. И мы хотим из нее сделать 3D. Делаем 3D рендер, нажимаем Modify Current, показываем, что приближенный там на 80%, и рекрафтим. Вот он сделал что-то схожее уже в 3D-шке, с которым можно работать. И так можно делать бесконечно. Можно это заново дублировать, заново его редактировать там и так дальше. Покажу вам пару примеров, которые у меня получились. Кажется, вот здесь. Да. Еще в чем особенность данного сервиса? Вы можете ему, как мы называем, скормить какой-то пример. То есть вы берете изображение какое-то с интернета, да, допустим, вот возьмем вот это заново. Создаете там область, где вы будете это все делать. Пишите ему промпт, например, там, human head model abstract sharp, например. И показываете ему пример, который у вас есть, уже скачанный. Вот тут upload style image. И теперь можете рекрафтить. И он по примеру, который вы ему дали, постарается сделать что-то похожее. То есть вы видите, то есть я уже пробовал такие вещи делать. У меня получались вот такие вот вариации. То есть он взял примерно по стилю что-то похожее. Плюс упомяну еще раз, что это векторная графика, и с ней можно работать. Допустим, для вашей концепции на hero секции или для какой-то идентики и так дальше. Мы можем взять, сделать, что level detail low, продублируем ее, покажем, что модифицирую что-то похожее. Можем ему даже добавить палитру, допустим, там такой и вот такой. То есть нам нужно два цвета, и мы дальше рекрафтим.
После этого покажу еще, какие у меня были примеры, и мы пойдем дальше, потому что тут можно долго играться, увлекаться, и скину вам в конце Notion, вы сами сможете это все попробовать. Ну, что у нас получается. Вот. Также покажу еще пару примеров. Например, я находил на дрибле вот такой логотип и постарался из него сделать там пингвина, который бежит. Вот через несколько итераций там пробовал, задавал разные промпты, и получился вот такой интересный пингвин, который можно потом использовать логотип. Вот взял такую за основу, генерил дальше, получилось что-то такое. То есть тут можно играться бесконечно, и получится что-то интересное. Также работать можно тут с 3D-шками. Покажу вам вариант. Например, вот взятый из Explorer, No Color Boy Yellow and Black, Spray Can Cartoon там и так дальше. И вот один и тот же запрос, Recraft и так дальше. То есть можно получать прикольных персонажей. То есть вот я брал такого футбольного персонажа, сделал вот такого персонажа, из него сделал еще вариацию, а потом его превратил в векторную графику, и вы видите, что он сохраняет какие-то особые приметы, да, там, допустим, руки-базуки, руки в виде футбольного мяча, шлем, цвет и так дальше. Вот. Да, интересно. Вижу, что комментарии по поводу своей фотографии, иллюстрации. Попробуйте, результат будет интересно посмотреть. Так, следующее. Обнаружил буквально вчера. Create logo in a second. Называется Logo Diffusion. Посмотрел, например, выглядит даже схоже на Recraft, но больше акцентирован на логотип. Если посмотреть видео, просто покажу, как оно работает. То есть добавляется сюда тоже пример какого-то изображения, выбирается детали, то есть вам нужен stroke, вам нужен больше залитый вариант или и так дальше. Вы пишете свой промпт. И в чем особенность, что можно выбрать... Ну вот он написал промпт. Cute Kitten. И у него получилось что-то похожее на референс. Также вот здесь, на этом примере, выбрал такого человека в шляпе, выбрал, что ему нужно больше shape, и пишет промпт. В чем тут особенность этих промптов? Что есть градации важности вашего промпта. Например, вы пишете, что нужно именно голова, и вы делаете что-то важно там 2 из 3. Это важно там 1 из 3. И генерируете вариант. Вариант, в принципе, похож. Я не пробовал, поэтому сейчас мы попробуем прям проработать. Оно в Early Access. Вчера мне его подтвердили, поэтому будем сейчас пробовать прям в реал-тайме. Логотип вроде оно платное. Recraft полностью бесплатный. Я вижу просто вопрос по поводу платного. А вот этот сервис, здесь дается, по-моему, 36-40 кредитов. Один промпт, 4 кредита. Вы, в принципе, можете пробовать это и дальше смотреть, как у вас получается. Так что у нас все зависло. Видимо, так как аишка более свежая, то сейчас у нее
есть какие-то проблемы с серверами. Ладно, я потом поделюсь своим опытом. В принципе, в видео вы это увидели. Попробовать сможет каждый только при одобрении на waitlist, поэтому это напоследок. Так, идем дальше. Также обнаружил вчера прикольная аишка, которая поможет вам, также она платная, поможет вам с работой над логотипом, над векторной графикой, но она нацелена именно на скетчи, на идеи для татуировок. То есть вы можете создать, например, там Lion Head, выбрать какой-то стиль, выбрать стиль сюрреализм, например, создать, и он вам нагенерит какие-то скетчи для татуировок, но такие скетчи могут, в принципе, подойти и для векторной графики, для черно-белого наброска логотипа. И так дальше. Вот что у нас получилось. То есть для вашей татуировки, возможно, подойдет, но также, если дать ему минимум деталей, то вы сможете сделать какую-то концепцию для своего логотипа. Так, движемся дальше. Я буду немного ускоряться. У нас время еще полчаса, скорее всего. Но если вы захотите, мы можем задержаться, возможно. Так что ставьте плюсики, хотим, не хотим. А пока смотрим изображение. Так, есть Stable Diffusion, Midjourney. Так, переходим снова в Discord тогда. Есть в Discord Stable Diffusion. У него есть бот, где вы можете генерировать. И я подготовил здесь тестовый промпт, который мы будем закидывать во все генераторы изображений и посмотрим, кто как справится с этим промптом. Так, Stable Diffusion. Мы ему задаем Dream, помечтай. Хочу сделать реалистичного такого 3D персонажа, милого Baby Shark, который улыбается с большими глазками. Это должно быть в стиле Pixar и хорошего качества. Генерируем. Вы видите, что со мной генерирует очень много людей. Вот что дал Stable Diffusion. То есть у нас есть вот такой вот милый персонажик. Также вы потом можете взять в фотошопе, это все нагенерить. Точнее, это все повырезать. У вас будет 3D-шка такая, вы используете ее для своей работы. Вот так можно создавать бесконечно. Это как работает Stable Diffusion. Также, если вы будете генерировать изображение, фотографии, то я также тут оставил для вас интересные промпты. Если вы хотите ракурс камеры поменять, допустим, вид сверху, вид снизу, сбоку, там смотрит вправо, влево, это тоже будет вам полезно. Так, попробуем то же самое сейчас нагенерить. Давайте я сохраню. Пусть будет первый вариант. Так, напишем Shark Stable Diffusion. Так, дальше мы переходим в Midjourney. Stable Diffusion полностью бесплатный, вы можете там генерировать сколько угодно изображений. Midjourney стал с недавних пор платный, но я считаю, что платная подписка, она того стоит, потому что получается отличный результат. Так, генерируем то же самое в Midjourney. Говорим ему Imagine, то же самое, как пленка, которая проявляется. Мы в ожидании этого результата. Видите, тут процентное соотношение. И также вижу, что кто-то просил консалтинг компании All Code.
вот это что-то похожее. Вы можете потом для себя генерить что-то в виде 3D персонажа, 3D маскота, который у вас будет в вашем бренде. Вот, вы видите, что нагенерил Midjourney. Результат получился, честно сказать, чуть хуже, чем Stable Diffusion почему-то. Но мы можем взять, допустим, какую-то из вариаций, допустим, 4, и он наподобие 4 варианта нагенерит нам еще 4 варианта. И вы так можете бесконечно его генерить по подписке, добиться своего лучшего результата, который вам нужен, и потом выбрать одно и скачать. Так, дождемся эти 4 и идем к следующему AI-тулу. Ну, тут тоже, в принципе, можно генерировать. Еще раз скажу, он не будет давать вам такой же самый результат. Сколько людей будут вводить этот промпт, у всех получится что-то немного новое. И именно вы найдете какой-то самый подходящий вариант. Так, идем мы к следующему. Следующий это у нас Леонардо. Я пробегу Magic Fee. Чуть позже к нему вернусь. Леонардо, он тоже относительно бесплатный, дает 150 кредитов на ваши запросы. Особенность, здесь очень много разных моделей. Тут есть куча промптов, которые вам, возможно, помогут для генерации вашего изображения. Также здесь можно создавать свою AI-шку на базе каких-то картинок. Я пробовал загружать логотипы, создавать здесь модель, которая будет работать с логотипами. Честно сказать, результат не очень, но мне кажется, с фотографиями он намного лучше работает. Итак, перейдем здесь Image Generation. Дадим ему такой же промпт. Выберем модель, вот тут много разных моделей, допустим, 3D Animation Style, да, то есть мы сразу можем ему выбрать, задать ему как Pixar Style, только 3D Animation. Но пока попробуем на Dream Shaper, посмотрим, что у нас получается. Я тут выбрал 2, что не так сильно кредиты сейчас. Ну, видите, что у нас получается что-то очень страшное. Так. Давай еще раз. Ну, уже что-то приближено, но это тоже страшно. Давайте выберем 3D Animation Style. Посмотрим, что у нас получится с этой моделькой. Получилось уже немножко интереснее, веселее. Но здесь также можно там Stable Diffusion использовать то, что мы ранее использовали. И вот здесь онлайн. Вам также не нужен никакой Discord, никакие дополнительные приложения. Вы подходите сюда, пишите свой промпт, генерируете изображение и получаете результат. Вот, смотрите, Stable Diffusion, новый, он намного интереснее сделал, прям мультяшный вариант. То есть, если так уже делать заключение, то Stable Diffusion лучше работает, наверное, в данном случае с данным запросом с 3D-шкой, а Midjourney с фотореализмом. Но я могу ошибаться, потому что разные промпты и по-разному можно редактировать. Так, сейчас я вам покажу Adobe Firefly. Это вы, наверное, уже видели в новом Adobe Beta. Можно генерировать также само AI-шкой изображение, но вы это можете сделать также само онлайн. Вот, то есть у него есть замена фотографий онлайн, у него есть изображение генерации. Мы идем пробовать. Он тоже абсолютно бесплатный, онлайн. И мы задаем уже текст, генерируем. И в чем особенность Adobe Firefly? Того, что здесь вы можете также редактировать его под свое усмотрение. Выбираете, например, стиль, который вам нужен. Так, нам нужен стиль, например,
Или там киберпанк. Киберпанк животное. 3D арт, фото продукт. И также здесь можно задавать композицию. Например, вид сверху, вид снизу. Камера приближенная или отдаленная. Макросъемка это или нет. Вот, он генерит вам тоже 4 фотографии. Вот что у нас получилось в стиле киберпанк. Он дал немножко фотофильтра, но видите, что тоже схожий результат. Match Space. Я его оставил напоследок. Очень удобный сервис, если вы хотите, например, создать для интернет-магазина модели, которые рекламируют ваши там подвески, например. Как это работает? Мы загрузим сюда ему изображение нашей подвески. Вот. Например, у нас есть модель вашего конкурента, к примеру, которая сделала такую фотографию. И есть вот эта цепь. Нам нужно создать что-то похожее, опять же, для вашего фотоконтента на вашу концепцию. Если клиент не предоставляет вам контент, вы можете генерировать его через искусственный интеллект для того, чтобы создать что-то новое. Что тут можно делать? Мы берем, указываем, что нам нужна кастомная фотка, и закрашиваем ту область, которую нам нужно заменить. Опять же, неаккуратно получилось, но давайте попробуем. Нажать Ready и задаем prompt. Например, Woman Model in Black Jacket. Генерируем. Смотрим, что у нас получается. Вы видите, что осталась похожая модель с нашей. Ну, из-за того, что она неправильно выделил цепь, то на ней бы осталась эта цепочка. Отличный референс для фотографий. То есть, допустим, мы берем эту модель и хотим сделать такой же контент. Вот слева вы видите схожий вариант. Другая девушка, схожей прической, но внешность у нее отличается. Вот, и вы дальше можете с этим работать. Интересная штука, и с ней надо прям сидеть разбираться, но я думаю, что вам она поможет для вашего сервиса. Так, с изображением мы закончили. Переходим к видео. И покажу вам пару видео, которые сделано было именно через искусственный интеллект. Нагенерено несколько картинок. И оно выглядит прям очень круто. Такой прям трейлер. Как это сделали? Сначала нагенерировали изображение, а после перешли в сервис Runway, который я сейчас вам покажу. Очень реалистично, скажите. Тут просто промпт на изображение и промпт для видео. Второй схож. They came in peace to a world undiscovered. Также был сделан через Midjourney и Runway. Ну и покажу вам последнее. И мы приступим к Runway. Похоже прям на трейлер какого-то фильма. Вот как раз то, что я вам говорил про камеры. Чтобы нагенерировать вид сверху, то вам нужно будет ввести определенный промпт.
Вот. Такие вот интересные вещи. Для этого вам надо перейти в аишку, которая называется Runway. Ранее мы уже генерировали нашего шарка. Попробуем сейчас его заанимировать. Так, сделалось наше изображение. Мы нажимаем Generate, и он сейчас нам будет из этого создавать видео. У нас получился такой мультяшный персонаж, и я думаю, что в видео получится что-то схожее на мультики Пиксара. Посмотрим, как это получается. То есть можно нагенерировать несколько изображений разного ракурса, одного и того же изображения. Придумать какой-то сценарий, создать короткие ролики, склеить их, и у вас получится короткометражный мультик или трейлер, который я показал вам. Так, пока генерируется, напишите, смотрю, чат пустой, никто не пишет, интересно, нашли для себя что-то новое, знали о чем-то или все для вас в новинку. Это полезно для того, чтобы создавать следующие ролики более углубленно, более уникально и не так бегло, как сейчас мы это просматриваем. Итак, нагенерировал, посмотрим, что получается. Это у нас получился мультик про трансформера. Вот. Не знаю, почему он решил именно так, но что-то в этом есть. Что-то получилось, но давайте попробуем. Дать изображение. Я думаю, что он также его сгенерит. Что-то трансформер акула. Но вы видите плавность движения. В этом есть какой-то смысл, какой-то сценарий. До конца неизвестно. Так, следующий будет аишка тоже в Дискорде, поэтому я попробую сейчас взять наш промпт с Baby Shark, дать ему использовать именно такой промпт. Поэтому пока он грузит Runway, я перехожу в Discord. Называется этот аишка Пика. О, наш флаг, все. Так, что мы можем генерировать? Вы видите, что здесь вот генерирует что-то по разным промптам, короткометражные ролики, без примера, поэтому здесь мы нажимаем Create. Давайте просто ему закинем, посмотрим, что у нас получается. Обрабатывается наш запрос, пока мы переходим в Runway. У нас получилось, скорее всего, еще один трансформер. Да, вот. Акула-трансформер. Вот, так что новая идея для мультиков. Акула-покемон, акула-трансформер. Можно брать это за референс. Так, тут есть reveal prompt. Вот, пример, сейчас не будем разбираться. Что-то в этом есть интересно. Так, Discord. Discord, что у нас здесь? Где наш видос? Вот наш видос. Здесь просто говорящая акула, частично тоже трансформер. Если какие-то интересные промпты, то вы можете получить интересную графику. Так, почти пришли к финалу. Тулзы. Расскажу вам про тулзу, которая называется Chroma. Я ее часто юзаю, Chroma AI, работа с генерацией цвета. Что вам нужно для начала? Вам нужно выбрать 50 цветов, которые вам больше всего нравятся. Это вы думаете, что сейчас буду сидеть выбирать, но быстро, если повыбирать цвета, то в конечном итоге он вам сгенерирует интересные палитры,
интересные комбинации цветов. Это поможет вам для вашей работы на проектах. Но помимо этого он вам даст хекс-код. Если вы ему дадите хекс-код, полностью покажет название этого цвета. Удобно для дизайн-систем, для брендбуков описывать тот или иной цвет. Так, мы по классу 50 цветов. И здесь у меня есть создаем mindmap ChatGPT. Что мы ему даем? Вот здесь тут готовый. Мы ему говорим, например, создай mindmap в скобочках пишем, например, онлайн-стримы по дизайну на Twitch от компании HelloLab. Перечисли от центральной идеи слова, ассоциации первого уровня в основной ветви и ассоциации второго уровня в следующей ветви. Да, это все в формате Markdown для копирования. Вы можете здесь заменять свои слова, вы можете... Ух ты что, можете это все копировать, давать ему. И получится такая вот ветка. Это можете скопировать. Например, вот. Ну, что-то короткое. Мы пишем расширь. Дай больше вариаций. Он вам снова сейчас генерит. Переходим на сайт. Для того, чтобы это визуализировать. Копируем отсюда код, приходим в App, закидываем его сюда, и вы видите, что создается ветка. Например, онлайн-стримы по дизайну на Twitch. Главная тема, примечание. Главная тема — дизайн-процессы. Дизайн-процессы, исследования, скетчи. Техники, инструменты, типографика, Adobe CC и Photoshop. То есть он вам генерирует ветку, которая может у вас вам поможет в работе. Я пробовал создавать майндмэпы, но в том, что он просит все ссылки на страницы. Возможно, есть какой-то другой сервис, который генерирует ссылки на страницы, но именно для ассоциативного ряда, для ветки, для связывания между собой какие-то очень полезно, и вы это сразу визуализируете, можете наскринить и использовать у себя в проекте. Так, пока у нас тут происходит этот процесс. Скажите, интересно у вас был для вас ChatGPT? Что-то новенькое? Нашли бы применение в своих проектах или нет? Я также вчера тестировал, у меня получилось еще больше вариаций. Так же самое с онлайн-школой. Вот, вы видите, например, онлайн-стримы, контент и темы, контент, графический дизайн, веб-UX, потом ведущие и гости. Можно общаться с дизайнерами HelloLab, что мы делаем сейчас. Можно дальше идет рассказ о своем опыте, демонстрация личных проектов. От экспертов мы можем получить интервью с интересными и известными дизайнерами, дискуссии о последних трендах и так далее. То есть это можно развивать, это можно генерировать и визуализировать. В принципе, у меня из списка того, что я вам подготовил, все. Мы быстро пробежались, просмотрели. Вы найдете для себя тут много полезного, так как я еще ставлю сайт, который вы можете для себя исследовать и находить те или иные сервисы, которые... Например, мы здесь можем нажать, можем написать и увидеть много разных узлов. Для изображения, генерации кода, генерации и так дальше. Ацирую, возможно, кто-то не знал. Помимо ChatGPT, Аиша,
релевантная, потому что использует всю систему, всю базу Google. А у ChatGPT есть база, по-моему, 2022 года. Пользуйтесь Бардом тоже. Задавайте сюда и сюда одинаковые промпты. Смотрите, какой для вас более удобный, какой более полезный. И используйте это. Важно. Так, а на этом все. Поэтому на наш Twitch, на наш YouTube. Все больше интересных материалов онлайн. Не забывайте, что именно здесь вы получаете самые полезные материалы, самую большую порцию вдохновения. Всем пока.